Всем доброе утро! Сегодня мы в городе Рункель. Очередной прекрасный замок в наших планах. Самый настоящий бург. Потому что в немецком языке шлосс больше дворец, а бург — это замок. В добрые времена здесь даже внутрь можно зайти. Музей есть. Кстати, замок имеет очень интересную историю. Еще он упоминается в документах с XII века. Видите, здесь про него информация. Но я вам все вкратце расскажу. Какие ворота большие. Какие прелестные виды открываются. Посмотрите с этой стороны. Шум воды еще слышен. И легкий ветерок теплый дует. Идиллия. И обратите ли внимание, как всегда здесь поручни, чтобы, если что, держаться, кому сложно идти. Как же здорово здесь жить, наверное, проснуться вот так в солнечное утро и наслаждаться просторами и шумом реки. Эта река называется Лан. С 1854-го источник воды. А здесь, смотрите, наверное, летом здесь вьюнок или розы вот так вот цветут. Очень красиво, наверное. Сейчас мы наблюдаем за средневековым мостом. Очень старинный. И такой мощный. Посмотрите, сколько веков он стоит и служит народу. Как же строили раньше надежно. Здесь скала и часть замка. Как они строили прямо в скалу. Как красиво трава так растет, да? И продолжается в стену замка. Этому мосту 550 лет. Кто-то здесь ходил 550 лет назад, а мы сейчас топаем. Интересно, конечно. Какие виды открываются. Смотрите, как зеркало. Это река. Как она отражает и деревья, и дома. Замок Рункель – это средневековый замок в долине реки Лан, который расположен на холме одноименного города.
В документах замок упоминается еще с XII века. Крепость возвели дворяне для защиты моста через реку Лан. Первый собственник стал Зигфрид I фон Рункель. В документах также упоминается о семейном споре о правах собственности и наследования. Зигфрид V даже изгнал своего кузена и начал строить еще один замок на втором холме, на противоположном. Вот видите его сейчас. Называется Шадек. Он немного скромнее, но все же. Во время 30-летней войны 1634 года замок и город были захвачены и разграблены, в основном хорватскими отрядами. Крепость на холме оказалась, конечно же, разрушена. После войны город восстанавливали, но замок так и остался в руинах лежать. Смотрите, там плывут на каноэ ребята. Как здорово. Такой природой наслаждаться. В XIX веке, после поражения Франции в ходе наполеоновских войн, территория стала частью Пруссии. Так шумит вода. Я надеюсь, меня слышно. Замок построен на вершине скалистого холма на высоте около 150 метров над уровнем моря. И данная крепость состоит из верхнего замка и нижнего. То есть здесь две части. Посмотрите, там кормят лебедей сверху. Кушают. Как они в таком потоке хорошо себя чувствуют. Но они молодые лебеди, обратите внимание, молоденькие такие. Оказались это гуси, друзья мои. Это не лебеди. Посмотрите, какие. Чуть не взлетел. Там яйцо, да, у нее? Она выкаживает, видите? Вылупились там, да. Кто-то там вылупилось уже потомство. Как здорово вот так вот наблюдать. Но это дикие гуси, да, наверное? С обеих сторон замка возвышаются мощные каменные башни. Обратите внимание. И, кстати, можно говорить здесь о том, что это очень редкий тип замка, где функции цитадели раньше также могли выполнять сразу 3 башни одновременно. А Нижний замок, кстати, был местом проживания местных графов. И он больше и лучше всего сохранился из всех остальных частей. А в настоящее время здесь находятся музеи, часовня и архивы. Смотрите, замок, как скала сам. Очень большой. Настоящее укрепление. Так мало окон, заметьте. Это было именно оборонительной частью. И такой признак, который доказывает подлинность замка, что он настоящий, не просто отреставрированный, а такой древний, средневековый. Видите вот эти части? Это, как догадываетесь, это туалеты. Раньше были такие. Вот это настоящий я вам бург показываю. Какие там окна, темницы как будто.
Herzlich willkommen. Каждая деталь, как это мило. Такие пальмочки. Очень красиво. Я думаю, мимо такого заведения нельзя пройти мимо. Здесь так и хочется остановиться. Смотрите на каждую деталь. И здесь все вот так открытое стоит, представляете? То есть на совесть людей. Не знаю, как в других странах бы растащили, не растащили, но одно удовольствие гулять по таким местам. Смотрите, какой веник украшенный. Очень красиво. Для интерьера в дом и в сад приобретать можно здесь разные вещи. Здесь тоже заведение уютное. Вот это была жилая часть замка. Видите, здесь и окон побольше, и размером они тоже больше. И как я вам уже сказала, эта часть замка сегодня также функционирует как музей, архивы и так далее. Можно бродить по этим улочкам и каждым домом удивляться. Здесь на доме слова хорошие написаны, послушайте. Если тебе хорошо на этой земле, то есть если у тебя все идет хорошо, то все хотят стать твоими друзьями. Но когда ты попадаешь в какую-то экстренную ситуацию, doch kommst du mal in Not, то есть в экстренный случай, то все твои друзья быстро исчезают. Ну, тут дословно как бы все твои друзья умирают, но смысл такой, что... Да, интересно. И вот так на многих домах написаны слова. Ну, такие со смыслом, конечно. Небольшой перекусик, да? Что ты себе взяла? Вкусное мороженое? Угу. А с чем оно? Клубничное. Ты всегда клубничное берешь, да?